Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои. Есть 17-й пакет санкций. Ну как есть? Одобрили его уже послы всех 17 стран, извините, всех стран Евросоюза. И он будет введен, по всей видимости, с 20 числа, будет введен министрами иностранных дел. Интересно, что ни Венгрия, ни Словакия против не выступили. Ну, как я могу себе это объяснить? Это значит, что не пришли стимулы из Кремля, да, и, как говорится, у них ничего, Венгрии и Словакии ничего не осталось, как проголосовать за вот это вот изменение, за новые санкции. Тем паче, что, как видите, они сейчас очень сильно ориентируются на Трампа, а Трамп сам сейчас в таком взвешенном состоянии и уже постоянно говорит о санкциях, не говорит ничего против них. Ну, соответственно, Орбан и Фицо так подумали, что будут сильно кочевряжиться, то, соответственно, вообще останутся без денег. У Путина нечего сейчас дать, у него сейчас свои проблемы. Вот, а Евросоюз тоже не даст, зажмет бабло. Спрашивается, а как им харчеваться? Да, поэтому вот не будет никаких возражений, судя по всему. Итак, что туда вошло? Ну, самое главное, это путинские вот эти танкеры. 189 танкеров сразу туда влетело. Напомню, что до этого туда влетало, по-моему, порядка сотни танкеров. Плюс Великобритания отдельные санкции накладывала, танкеров на 200. Вот, сейчас Евросоюз еще на 189. То есть там уже, получается, под 300 танкеров Евросоюз ввел санкции. Вот, и как теперь российцы смогут проходить, например, с этими санкциями через датские территориальные воды, я что-то себе слабо представляю. Вот, то есть это реально очень сильный удар. Попробуй заменить там 200 танкеров. Ну, блин, это же не 20 и не 5. Это очень много, да. Вот. Кроме этого, что они еще предусмотрели? Это всяческие новые ограничения на экспорт российских энергоносителей. Хотелось бы знать поплотнее, что это такое. Как только будет понятие, скажу. И боевых технологий. О, вот это интересно. А также блокирование судов, которые помогают РФ обходить эмбарго. То есть, важно же, поймите правильно, важно же не только не допускать в порты вот эти вот корыта, которые, старые корыта в основном, да, которые возят российскую контрабандную нефть. Важно, чтобы они не могли ходить по Балтийскому морю, по Северному морю, через вот эти датские проливы, потому что в противном случае какой в этом всем смысл, правильно? Ну да, их никто не может застраховать и так далее, но они и так без документов там ходят, вы же поймите, тоже правильно. Вот сейчас случись, не дай бог, где авария, кто будет отвечать? Вот 100 тысяч, что он выхлюпнет, такой вот танкер, переломившись пополам. Не дай бог, постучу по дереву. Но если. Кто будет отвечать? А никто. Пушкин будет отвечать, Лермонтов. Документов нет, хозяина нет, страховки нет, ни хрена нет. Танкер плывет, фиг знает, чью нефть, везет фиг знает куда. Это вообще, это аут полный. Вот так как-то это все выглядит на сегодня. То есть, если остановят эти танкеры, будет просто, ребята, замечательно. Сразу скажу один очень интересный момент. Это еще не санкции за то, что Россия отказалась, или, по крайней мере, на настоящий момент отказывается от перемирия. Это не то. Вот этот 17-й пакет, они его очень долго утрясали. Это вообще старые санкции, как говорится. Это то, что должно было по очереди наступить, да? Это то, что стояло на повестке дня уже черти когда, и никакого отношения к нынешним действиям путинского режима это не относится. А вот то, что сейчас говорят Макрон и Мерц об этом, и также французский министр иностранных дел об этом говорили, о новых санкциях, это будет еще выше вот этих санкций. То есть это будет отдельный удар там по нефтянке российской, и по банкам. И, по всей видимости, в этом примут участие Соединенные Штаты Америки. Так что Путину будет невесело. Именно поэтому вот мне интересно, как он сейчас поскачет, он сейчас в Стамбул, или не поскачет и будет, как говорится, принимать эти санкции, что называется, на грудь. Хотя на грудь там обычно принимает Медведев.